Ребята, привет! Сегодня мы будем готовить традиционный французский пирог киш. Он будет у нас с брокколи и сыром. В моем случае я взяла сыр мандор, но вы можете использовать те сыры, которые вам нравятся, такие как грюйер, морбье, камамбер, либо бри. Итак, давайте посмотрим, какие продукты нам понадобятся. Начнем мы наше приготовление с теста. Обратите внимание, что муки и масла должно быть одинаковые пропорции. В этом рецепте фактически масло нам нужно нарубить. Я буду использовать вот такое приспособление, или в принципе можно использовать вилку или нож, тоже будет хорошо получаться. Я нарубила масло на маленькие кусочки. Теперь нужно хорошенько перемешать с мукой и добавить небольшое количество ледяной воды. Вновь перемешать и добавить, если нужно, еще немного ледяной воды. Тесто не должно перегреваться, и все процессы нужно делать очень быстро. Вот наше тесто готово, теперь его нужно переложить в пленку. Заворачиваем минимально, касаясь руками. Теперь слегка нажимая уплотняем тесто и отправляем его в холодильник минимум на час. Теперь займемся приготовлением начинки. Брокколи нужно разобрать на соцветия. Также можно использовать замороженные брокколи, конечно, предварительно разморозив. Отвариваем в подсоленной воде в течение 10 минут. Чтобы брокколи не потеряли цвет, после отваривания охладите их в ледяной воде. Затем нарезаем лук небольшими полукольцами. И затем чеснок крупным кубиком. Теперь обжариваем лук и чеснок на оливковом масле на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте соль и свежемолотый перец. Затем нарежем томаты. Возьмите небольшое количество и с плотной текстурой. Вот наш сыр. Мандор мне нравится, потому что он дает очень интересный вкус. Нарежем также небольшими кусочками. Форму для выпекания я буду использовать 25 сантиметров. Теперь подготовим заливку для киша. Для этого взбейте 3 яйца. Добавьте немного соли и молоко и еще раз хорошенько взбейте. Теперь перейдем к финальному шагу. Размер бумаги для выпечки должен быть чуть больше формы. Присыпаем мукой. Наше тесто достаточно охладилось, и если вы все сделали правильно, то оно будет мраморным с прожилками масла. Присыпаем все поверхности мукой и аккуратно раскатываем. Тесто должно быть тонким, но не рваться. Теперь перемещаем форму, расправляем и подворачиваем аккуратно край вовнутрь. Опять же, работайте быстро с этим тестом, чтобы оно не перегревалось. Вот так, основа для киша готова. Теперь нужно обрезать лишние края бумаги. Накалите дно вилкой и приступим к раскладыванию начинки. Для начала распределяем лук равномерно по всей поверхности. Затем брокколи. Томаты, добавляем немного свежемолотого перца, орегано и соль, затем сыр и заливаем форму яичной смесью. Теперь отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Наш киш готов. Теперь важный момент, чтобы тесто оставалось хрустящим, сразу же после того, как вы вынули из духовки, переложите киш на решетку для вентиляции. Буквально 5 минут и можно пробовать. А пока давайте посмотрим мои рекомендации по подбору вина. Итак, какое же вино будет идеально подходить для нашего киша? Я бы порекомендовала вам Pinot Gris региона Альзас. Это может быть любой производитель, который вам нравится. Мне нравится
вот этот. Если вы найдете, это будет замечательно. Также следующие мои рекомендации — это Pinot Grigio от Фанагории, Лермон Крю. Следующий вариант, который будет подходить, это бургундское белое вино, сорт винограда Шардоне. В частности, этот производитель мне очень нравится. Так что пробуйте, экспериментируйте, наслаждайтесь, делитесь своим мнением. Мне будет тоже очень интересно услышать, насколько вам понравился этот марьяж. Бон аппетит!